Привет, друзья! Сегодня на дачу я приехал один. Юля решила на выходные уехать на свою историческую родину. Ей сейчас поют волжанки и парни волгари. И это, друзья, очень классно, потому что у нас сегодня будет настоящее мужское видео с водкой, блэкджеками и шлюхами. Да шучу я, конечно, с какой водкой. Дел у меня на даче сегодня очень много, но на камеру я покажу совсем чуть-чуть. Видео называется «Мужское хобби», и сегодняшнее мое мужское хобби будет вот таким. Сегодня я хочу приготовить самое офигенное блюдо, которое только можно приготовить из мяса в казане. Готовить буду свиную рульку в пиве с чесноком. Томить ее будем в казане, а жарить и коптить будем на гриле с использованием виски и горчицы. Это самое мужское блюдо, которое можно приготовить офигенно только на костре. Ну а чтобы это видео не было грустным и не было только про готовку, я еще сегодня поработаю. Мне нужно сделать осенний техосмотр нашим кулинарным ништякам в зоне барбекю. Не хотел я начинать это видео с готовки, но рулька маринуется 3 часа, готовится столько же. И если я начну все это делать после обеда, я вообще тогда ничего не успею. Давайте замаринуем наше мясо. Во-первых, рульку нужно натереть смесью перца, имбиря и гранулированного чеснока. Я еще добавлю сушеный лук и копченую паприку. Рульку нужно будет нашпиговать свежим чесноком и свежим розмарином. И если розмарина лучше не переборщить, то чеснока добавляем не жалея. Кстати, вот еще лайфхак. 250 рублей стоит одноразовая мельница и 20 рублей стоит пакетик с перцем. Эта мельница одноразовая, но есть народное средство, как сделать ее пожизненным. Опускаем мельницу в кипяток на полминутки и вуаля! Одноразовая превращается в пожизненную многоразовую. Все, оставляем нашу рульку мариноваться на 2 часа, а сами идем заниматься ручным трудом. Ручным трудом. А когда Юли нет в деревне, я это делаю своими руками. Кажется, у меня родилась тема для видео. Не подумайте ничего дурного. У нас на даче есть вот такая замечательная зона барбекю, которую мы с Юлей облагораживали все лето. В этой зоне барбекю есть гриль, есть тандыр, есть казан, есть даже мангал. Не хватает только деревянной коптильни, но это я, кстати, очень скоро исправлю. Всеми этими аксессуарами мы пользуемся практически каждый вечер, когда бываем на даче, и это очень круто, но, естественно, за ними нужен уход. Давайте начнем со стартера. Если кто помнит, в конце лета у него прогорело днище, и этот стартер мы решили выбросить. Но как бы не так. Я думаю, что ему можно подарить вторую жизнь. Для этого нам понадобится преобразователь ржавчины, термостойкая краска по металлу и самые тонкие электроды, которые можно было найти на ближайшем рынке. Переливаем преобразователь в распылитель, так будет удобнее его наносить. Но в первую очередь нужно зачистить самые косячные места. Изначально я хотел воспользоваться клапами, но все-таки зачем мучиться, если у меня есть вот такой замечательный инверторный сварочный аппарат. Кстати, еще один повод сказать спасибо ребятам за подарок. И, кстати, насчет подарков. Позавчера забрал очередную посылку подарок от компании Board Global. Заказывали осипостроитель, незаменимая штука, когда мы начнем заниматься внутренней отделкой бани. И что меня больше всего удивило, подарок пришел не только мне, но еще и Юле. Ребята, спасибо еще раз. Дальше остается дело за малым. Наносим термостойкую краску в 2 слоя, делаем между слоями перерыв на полчаса и ждем, пока высохнет. Ну вот, посмотрите. Честно говоря, обновленный стартер мне нравится даже больше, чем когда он был новый. У меня остался половина баллончика краски, и давайте сделаем все то же самое с мангалом и печкой под казан.
Давайте, друзья, вернемся к нашей рульке. Мясо маринуется всего лишь 1,5 часа, но погода портится, и я думаю, что нет никакого смысла ждать. Пойдемте ее готовить. Еще один лайфхак, как приготовить самый наваристый, самый деревенский бульон. Этим способом я пользуюсь практически всегда, когда готовлю неважно супчик, либо жаркое. Наши овощи нужно будет немножко продымить на костре, прямо на открытом огне. Получится наваристый бульон, который пропитан дымом. Кидаем овощи в казан. Еще нам потребуется сельдерей, лаврушка и душистый перец. Добавляем остатки чеснока и свежую зелень. В моем случае это петрушка. Главный ингредиент. Заливаем всю нашу красоту пивом. Я вообще не любитель пива, но если пью, то пью только темное, либо в крайнем случае резаное. Как и сейчас, смешиваем светлое и темное пиво и заливаем это все в казан. Все, ждем, пока закипит. Как только вода закипит, огонь делаем на минимум и оставляем томиться примерно на 2 часа. Ну а пока наша рулька закипает в пивном бульоне, давайте приготовим глазурь. Для приготовления глазури мне понадобится соевый соус, мед и горчица. Меда у меня нету, поэтому я буду использовать кленовый сироп. На прошлой неделе мы замочили ореховую щепу в виски. И за неделю, конечно же, щепа набрала в себя вискарный аромат. Теперь на ней будем коптить нашу полуготовую рульку. И третий лайфхак. Как сделать контейнер для копчения. У Weber такие контейнеры продаются за нереальные какие-то большие деньги. И, конечно же, покупать мы их не будем, а сделаем все своими руками. Мне потребуется вот такая маленькая фольгированная противень. Купили мы ее в фикс-прайсе рублей за 30, а также нам потребуется обычная фольга. Берем замоченную щепу, накрываем фольгой и делаем отверстие с двух сторон. Вот так просто сэкономить почти 2900 рублей. Да не почти, а точно 2990 рублей. Именно столько стоит контейнер для копчения у Weber. Прошло у нас, друзья, 2 часа. Наша рулька в принципе готова, но внешний вид у нее совсем не очень. Нужно сделать так, чтобы она выглядела вкусно. Сделаем ей поджаристую корочку. Берем рульку, обмазываем ее получившимся сиропом, разжигаем гриль и выкладываем рульку на непрямой жар. Нам нужно, чтобы кленовый сироп закарамелизовался. И накрываем крышкой, чтобы сделать эффект небольшого копчения. Я не знаю, друзья, как я назову сегодняшнее видео. Скорее всего, это будет мужская еда, либо мужское хобби, либо что я делаю без Юльки на даче своими руками. Блин, да что... В любом случае, друзья, мы всегда говорили, наш канал — это видеодневник выходного дня. Мы в выходной день приезжаем на дачу и показываем вам, чем мы здесь занимаемся. Сегодня мы занимаемся вот этим. Это самое настоящее мое мужское хобби. Готовить на природе — это хобби, делать поделки своими руками — это тоже хобби. Поделки бывают как маленькие, бывают большие поделки. И, кстати говоря, друзья, что касается поделок. В нашей зоне барбекю есть практически все. Есть тандыр, есть казан, есть мангал, есть гриль. Но не хватает копченостей. Но не хватает коптильни. Но если честно, я уже давно загорелся, чертежи у меня готовы. К большому сожалению, сейчас начнется зима, Юля будет ездить не часто, но будет. Баню-то как-то она должна же все-таки доделывать. А пока ее не будет, я буду делать вот такую замечательную коптильню. Я это к чему? Те, кто не подписался, обязательно подписываемся, ставим колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Все, спасибо, что досмотрели до конца, и всем пока! Ну а чтобы это видео не было грустным и не было только про готовку, я еще сегодня поработаю. Мне нужно сделать... Все, оставляем нашу рульку мариноваться на 2 часа, а сами идем заниматься ручным трудом. А когда Юли нет в деревне, я это делаю своими руками. Я креативщик.